Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я хочу продолжить тему про Австралию. И сегодня я бы хотела с вами поговорить о Королевской службе летающих докторов. Что это за служба такая? И не дай бог, кому-то стало плохо и нуждается человек в медицинской помощи, находится он в Аутбек Австралии. И сегодня я хочу вам рассказать про эту службу. Я посетила музей, это был просто прекрасный вообще музей. Я очень осталась довольна. А в конце видео расскажу вам немножечко свои новости, потому что тоже давно не рассказывала вам, как я живу. Перед тем, как начать видео, я хотела вам еще раз сказать слова благодарности. Большое вам спасибо за ваши комментарии. Вы вносите большую лепту. Мне очень интересно вести канал. Вы пишете, что вы ждете мои видео, я жду ваших комментариев. Ну, это, наверное, то, что я хотела сказать в начале. И приятного вам просмотра! Буду стараться, чтобы мухи не залетели ко мне в рот, потому что мухи здесь, ну это вообще, ну вы сами знаете, наверное, нет ни одного видео, где я не говорю о мухах. Вот мухи и сейчас меня атакуют. Королевская служба летающих докторов. Зачем она нужна здесь, в Австралии? Дело в том, что Австралия вообще является шестой страной по площади в мире. А территория Австралии примерно составляет 7,7 миллионов километров квадратных. И огромные расстояния, до ближайшей больницы могут быть несколько сотен километров, сложный ландшафт, это пустыни, горы, низкая плотность населения. Открывать больницы в каждом небольшом населенном пункте экономически нецелесообразно. Климатические условия, все это было предпосылками для того, чтобы создать летающую службу докторов, чтобы помогать людям в удаленных уголках Австралии. Давайте теперь поближе посмотрим музей, который находится в Элис-Спрингс, который посвящен Королевской летающей службе докторов. Наверное, вы очень удивитесь, но в этом музее есть на русском языке даже информация. Итак, эта служба была основана в 1928 году преподобным Джоном Флином. Кстати, Джон Флин изображен на 20-долларовой купюре австралийской, и человек этот очень известный и уважаемый, почитаемый. В общем, хотя он мечтал обеспечить медицинскую помощь жителям удаленных районов Австралии, в то время люди в Аутбеке могли находиться в сотне километров от ближайшего врача, и многие умирали из-за невозможности получить помощь вовремя. Маленькая справка: Аутбек – это обширные малонаселенные внутренние районы Австралии, которые удалены от крупных населенных пунктов. Сейчас в Королевской службе летающий доктор 23 базы, а также 5 медицинских учреждений. Команды обслуживают 80% австралийского материка, используют для этого 77 действующих самолетов. Согласно правилам безопасности, обязаны заменять самолеты примерно раз в 10 лет. Каждый новый самолет такой стоит более 7 миллионов долларов, и в эту сумму входит навигационное, радиовещательное и медицинское оборудование, а каждый самолет выполняет функцию летающего блока интенсивной терапии. Ну что, медсестра сидит здесь. Здесь лежит пациент, и вот она вот здесь вот ставит ему капельницу, если нужно, дефибрилляцию производит. Здесь оборудование вот здесь. Вот, ну здесь вот для капельницы, вот здесь вот розетка. Здесь для кислорода, видите? Вот так вот. Интересно.
База, которая располагается в Элис-Спрингс, обслуживает территорию в радиусе примерно 800 километров от Элис-Спрингс. И на этой территории проживает около 36 тысяч человек, 90% из которых коренное население аборигены. В настоящее время консультации и диагностики проводятся очень часто по телефону. Только врач может разрешить привезти пациента в больницу на самолете. Как правило, пациента сопровождает медсестра, и она находится с ним как раз во время полета. А в Элис Спрингс сейчас медицинская команда состоит из 12 штатных медсестер. Как слышите меня? Прием, прием. Уникальность службы королевских летающих докторов в том, что она бесплатна для всех граждан Австралии, на которых распространяется действие Национальной службы здравоохранения Medicare, а также людей из стран, с которыми имеется двусторонняя договоренность об услугах, если они живут и путешествуют в глубинных территориях. Для посетителей из других стран эта услуга, как правило, покрывается их туристической и медицинской страховкой. Что касается иностранных посетителей, решивших путешествовать без страховки, служба летающих докторов не дискриминирует. Медицинская помощь оказывается всем, но счет лечения будет предъявлен лицам, не имеющим страховки. В музее есть возможность такая сделать виртуальный полет с виртуальными очками и посмотреть, как сопровождает медсестра больного тяжелого с сердечным приступом. А также второе – это полет просто с пилотом над каньоном, над пустыней. И, конечно, это очень интересный такой опыт. Я вам очень настоятельно рекомендую, если вы будете в Элис Спрингс. Также мне показался очень милым магазин при музее, но я о нем говорить не буду, а посмотрите сами. Для левши, а это для правши. Ну, а теперь давайте поговорим о новостях. Новости следующие. Неделю у нас шел дождь. Дождь в Элис Спрингс. Как видите, в пустыне тоже бывает дождь. Те как раз привычные места, которые казались сухими руслами реки, они стали более такие похожие на реки. И это было всего лишь несколько дней. Я бы не сказала, что каждый день. Хотя, наверное, 3 дня было подряд дождь. Посмотрите, это одно и то же место. И вот, пожалуйста, разница в несколько дней. Не очень было приятно ездить на велосипеде во время дождя, но я справилась. Сегодня, как видите, дождя нету. Сегодня погода более-менее такая, я бы сказала, солнечная. Хотя, видите, я в рубашке, все равно несколько так ветерок. И все равно небо не очень такое голубое, то есть может в любой момент пойти дождь. В общем, по прогнозу завтра вроде как обещает тоже дождь. А вторая моя новость – это я нашла все-таки себе жилье. И я очень довольна, это дешево. С женщиной, с пожилой, в очень старом доме, такого викторианского какого-то
типа, знаете, такой каменный. Я потом сделаю, надеюсь, если она мне разрешит, видео. Но я очень довольна. То есть я в апреле переезжаю в этот дом, и уже у нее буду снимать. И мне очень нравится мой выбор. И цена хорошая, и место хорошее, и хорошая хозяйка. Поэтому, ну, надеюсь на то. И, конечно, я могу преувеличивать. Поэтому посмотрим, как пойдет. Всегда можно, если что, уехать. Моя третья новость. Помните гусеницы, которые я снимала шотс недавно? Большое спасибо, во-первых, зрителям, которые написали мне из Италии. У них такие же гусеницы, но это другой вид. Ну, тоже схожие, тоже они процессионные, называются гусеницы. У них это в основном сосновые, а у нас вот на акациях эти гусеницы в Австралии поражают акации. Значит, эти гусеницы, конечно, забавные. Но в Австралии, здесь, в Alice Springs, несколько лет назад была такая новость, что задокументировали процессию в 7 метров эту гусеницу. Гусеницы шли такой колонной в 7 метров. Представляете себе? Смысл в том, что они, вот я смотрела, они живут у меня как раз около дома на дереве. И вечером они оживляются, поднимаются наверх, едят листья у дерева и спускаются вниз калачиком, сворачиваются на земле и спят там. И когда мимо проходишь, даже тебе не придет в голову, что это гусеницы. Вечером они вот так проснулись и поднимаются наверх. А здесь они дерево уже поели и ползут теперь вниз. А сейчас я вам покажу, как дерево выглядит, обкусанные листочки все. Не знаю, видно вам или нет. Вот. И потом опять начинается активность такая бурная. И снова они ползут наверх, едят эти листья, пока не съедят дерево, потом переходят на другое. Ну, в общем, вредители они. Помимо этого, они еще, если их дотронуться до них, то они вызывают сильное раздражение на коже, такое высыпание, зуд, и называются они такие зудящие, в общем, гусеницы. Что касается моей работы, я хотела вам сказать, что если помните, вот на стриме у меня спрашивали некоторые зрители, что никто не посмотрел мое видео с общины. Мне мой начальник сказал, что я могу это видео сделать публичным, поэтому я его снова вернула сейчас в доступе оно, поэтому, если интересно, посмотрите. А я еду в следующую общину на неделе, вот на следующей неделе. И надеюсь, там что-нибудь, может быть, сниму тоже для вас. Я очень рада видеть своих некоторых постоянных зрителей, которые на какое-то время исчезли и снова появились. Вот так Наталья Демищук. Я так была рада увидеть ее. Не было 4 или 5 месяцев. Она уезжала, я так поняла, в Россию. И вдруг я увидела снова комментарий. Так что есть Татьяна Табакова, которая не может смотреть YouTube-канал. Она за мной наблюдает еще с Новой Зеландии. И она читает комментарии, пишет комментарии и читает скрипт. Слушайте, вот когда я такие вот вещи читаю, я, конечно, я не верю, что это, что это реально. И у меня только чувство благодарности. Вам огромное спасибо вам большое. Я очень рада, что у меня есть такой отзыв. Я очень этому благодарна и очень это ценю. Поэтому большое вам спасибо. Я хочу сделать стрим. Я сделаю анонс заранее. И хочу поговорить, немножко пофилософствовать на тему, которая меня не то что преследует, но я задумываюсь об этом. Мне было бы интересно и ваше мнение. Просто такой философский, я бы сказала, разговор. Скажу вам, мне хочется поговорить вообще на тему жизни, так, на тему сожалений и так далее. В общем, я напишу в посте и буду рада, если вы придете, и мы с вами обсудим эту тему. На сегодняшний день... видите, муха опять. На сегодняшний день я заканчиваю свое видео. Всего вам хорошего, прекрасной вам недели. И до новых встреч. Пока.